Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых словах поддержки, вы попали на нужный канал, я всем этим щедро делюсь на нем. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада – его истинное отношение к себе, маска и реальность. Советую досмотреть видео до конца. В конце вас ждет приятный бонус. Помимо совета карт, будет еще психологический совет. Совет психолога. Надеюсь, это будет вам ценно, полезно. Мир отношений – это часто маскарад. Он показывает вам то, что, по его мнению, вы хотите видеть. Или то, что позволяет ему сохранять контроль над ситуацией. Но маска никогда не бывает монолитной. Под ней всегда есть живой, сомневающийся или, наоборот, безумно влюбленный человек, который боится быть отвергнутым. Что он прячет за своим молчанием? И какая реальность скрывается за его громкими словами или демонстрацией равнодушия? Прямо сейчас мы разделим его образ на «до» и «после», чтобы вы наконец-то увидели его истинное лицо, без фильтров и прикрас. Для начала делаю его сигнификацию, загаданного вами мужчины. Если срезонирует, очень на него похоже, смотрим. Итак, какой он? Какой мужчина пришел на расклад? Пожалуйста, вспомните его глаза, улыбку, назовите его имя. Вспоминаем его тембр голоса, походку. Какой мужчина пришел на расклад? Да ё-моё, ну что такое? Ну просто уже нет сил. Ну, павлины к нам повадились. Ну, девочки, я же его не зову. Приходит каждый раз павлин. Ой. Да. Какой мужчина? Какой мужчина пришел на расклад? И вы хотите посмотреть его истинное отношение к вам, да? Ну, давайте так. Начинаем опять. Первая же карта павлин. Мужчина любит себя, знает себе цену, знает акцент на каких достоинствах своих сделать, да, как камуфлировать, скрыть свои недостатки. У каждого из нас есть и достоинства, и недостатки, но он настолько может эти перышки распускать, настолько пыль в глаза пускать, да, хотя, ну, объективно, наверное, есть же за что зацепиться, да, на чем сделать акцент, не просто вы в пустышку влюбились, да, то есть, ну, интересный мужчина. И я вам хочу сказать, этот мужчина, на самом деле, он ищет свою вторую половинку. Он и не пустышка, на самом деле, нет, в нем есть много всего, даже противоречивого много, я бы сказала. Мужчина чувствует себя одиноким, мужчина чувствует себя уязвимым, чувствует себя сейчас как будто у него почва из-под ног уходит, неустойчивое положение. Это может касаться материальной какой-то сферы, да, может окружение даже не верит этому окружению. В любой момент это окружение может против него же опять-таки как-то, знаете, сгруппироваться, вплоть до того, что какие-то там заговоры, склоки, сплетни. Тут как будто бы токсичненькое окружение. И он даже, могу сказать, ждет, кто первый там подножку ему поставит, кто первый, может быть, там будет подсиживать его, там, если это рабочие взаимоотношения. Как-то так тут во всем сквозит какое-то недоверие к этому окружению. Так, тут кармическая какая-то история у него, ну, наверное, даже мы с его смотрим, да, сигнификацию, то у него тут встреча с какой-то женщиной, я так это вижу, кармические партнеры, женщина, которая изменила его жизнь, изменила видение его самого. Где-то он воспринял ее как свою вторую половинку, но вот следующие карты мне говорят о том, что он все ждет новостей о ней, об этой женщине. Ну, тут как-то, ну, карта одиночества. Он и то ли не получает, то ли, как вам сказать, эти новости ничего хорошего ему
не приносят. Он себя чувствует одиноким. Ну, исходя из этого всего, то ли у женщины там своя какая-то жизнь, то ли она не дает абсолютно повода сомневаться в том, что она в нем то ли нуждается, то ли ищет встречи с ним. Тут как-то так, девочки. Но он интересуется ею. Так, сейчас я еще спрошу. Тут мне интересно, это сигнификация его больше или его окружения? Тут, видите, мужчина за спиной держит кинжал. Это говорит о подлости, лицемерии, двойных стандартах, о где-то умении приспосабливаться даже в таком токсичном коллективе каком-то, да, жить по правилам вот этого коллектива, то есть где-то зачеркивать самого себя, свою сущность, может быть, даже он уже забыл, какой он есть на самом деле. Давайте так, вот это выражение, да, не мы такие, а жизнь такая, а жизнь, да, такая, вот что-то из этой серии. Так, давайте, это его характеристика, это характеристика окружения. Ну вот смотрите, я вам хочу сказать, он сам по себе уже принял правила игры. Он сам уже может хитрить, юлить, манипулировать, опять эти же двойные стандарты, подлость, предательство. И он понимает, что его окружение все носит маски, верить нельзя никому. Тут прям, ну не буду говорить паранойя, но оно как-то тут у него получается, как это сказать, подтверждено. То есть это не на ровном месте, там действительно такое окружение токсичненькое. Его карта по карте скоробей ценность, вполне возможно, мужчина и понимает ценность людей, которые не носят эти маски, которые действительно, может быть, прямолинейные, не скрывают ничего, да, он понимает ценность этих людей, но как будто бы реальность вот жизни, она как диктует совершенно другие условия, в том числе условия выживания. Как-то так. Ну и скорее он принял, повторюсь, эти правила игры. Он уже освоился. Как будто бы это стало частью его жизни. Ну да, материалка, земные какие-то ценности. В том плане нет, может быть, уже каких-то розовых очочков, иллюзий каких-то ненужных. Взрослый мальчик, да, скажем так. Взрослые мальчики играют во взрослые игры. Скорее материалка, скорее он знает цену деньгам. И ради финансов готов, да, назовем это компромиссы, да, но тут скорее не компромиссы, тут сделки с совестью, и тут уже как искореженное восприятие мира, ценности уже совершенно другие. То есть посмотреть на этого мужчину там 5-10 лет назад, это одно было видение мира, взаимоотношений, да, сейчас это совершенно другое. Как будто бы максимально разочарован он в человечестве даже, вот так вот. Может быть, и хотел бы по-другому, но уже даже не пытается. Ну, еще раз, третий раз повторюсь, принимает правила игры. Он тут уже освоился, вот так вот он играет. Вот такой мужчина у меня пришел. Такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, его истинное отношение к тебе, маска и реальность. Первое у нас, что он демонстрирует сейчас. Его социальная роль в отношениях, в принципе, что он демонстрирует сейчас. Следующее, реальность, его подлинное эмоциональное состояние и отношение к тебе. Следующее у нас причина игры. Почему он не может быть собой? Страхи, прошлый опыт или гордость, да, гордыня. Посмотрим. Теперь скрытый импульс. К чему он на самом деле стремится в отношениях с вами? И последний совет у нас карт. Стоит ли тебе срывать с него эту маску или подождать, пока он снимет ее сам? Ой, девочки. Итак, давайте еще возьмем колоду другую. Что он демонстрирует сейчас? Посмотрим, что он вам демонстрирует сейчас.
ледяной лед, отстраненный холод, да, или что? Так, его подлинное эмоциональное состояние и отношение к тебе. Так, почему он не может быть самим собой? Страхи, прошлый опыт или гордость? Так, к чему на самом деле стремиться в отношениях с вами? Да что ж такое? Прям карта вылетела. Ну, ладно, там не одна. К чему он стремится в отношениях с вами на самом деле? И стоит ли тебе срывать с него маску или подождать, пока он снимет ее сам? Так, смотрим. Что этот замечательный мужчина демонстрирует сейчас? Ух ты, у меня ограничения, у меня какие-то рамки, границы, ограничения. Я не принадлежу сам себе, я не могу. Ух ты, я не могу даже свое сердце открывать. Павлин-то, ё-моё. Что такое? Что это? А ну, какие-то карты странные. Что он демонстрирует сейчас? Что он демонстрирует сейчас? Социальная маска в отношениях. Давайте так. Ну, показывает, я не свободен. Я, может, несет ответственность. Тут карта защитник и карта дом, да, давайте так. Еще и карта рыбы, при этом карта павлин. Может быть, не свободен, он несет, защищает тут какую-то там зону комфорта свою, дом, богатство, все, что нажито непосильным трудом. В принципе, может быть, свой бизнес какой-то, защищает тут семью какую-то, допустим, ячейку общества, да. Защита, может быть, ребеночек у него, да, ребенок, семья, может вот так вот показывать. Как будто бы я не в полной мере сам себе принадлежу. Знаете, как-то так интересно, может показывать любовь любовью. Я не могу себе позволить любить. Вот, у меня есть ограничения. При этом карта павлин, я могу сказать, девочки, тут какая-то такая есть, не знаю, какая-то как ирония даже в этом. Так как мужчина сам себе как на горло наступает. При этом он старается видеть в той ситуации, в которой он находится, какие-то бонусы, плюшки. Тут может быть компенсация материально, да, раз я выбираю вот то, что я выбираю, где я остаюсь, ну, я буду тут материально, значит, как-то, может быть, кайфовать, может быть, извлекать из этого по максимуму. И карта удача, надеяться на удачу. Вот так вот как-то даже. Что он демонстрирует сейчас, я буду ценить то, что у меня есть. Это замечательно, прекрасно. При этом у меня много всего есть, и будет еще больше. Я надеюсь, опять-таки, на эту удачу. Не принадлежу сам себе. В любовной сфере тут карта ограничения. Карта клетки, карта как будто бы сам себе наступает, повторюсь, на горло и еще на что-нибудь. Ну, вот так вот он себя демонстрирует. Но тут могут быть вообще какие-то такие странные, знаете, проявления. С одной стороны, первое, это как клетка, ограничения. Шаг вперед, 3 назад. Вот так он может, человек как-то, может быть, комплименты говорить, проявляться, потом тут же пропадать с радаров. Как будто бы нет, тебе показалось. Нет, на самом деле ничего. Потом он может ходить вот как красавчик. Этот павлин, опять-таки, мне этот вышел. Да, господи, когда же этот павлин куда-нибудь пропадет уже. Ладно, извините. Перышки распускать. Вот я такой, я ресурсный, я интересный, я для многих интересен. Тут как будто бы у него и нет желания, знаете, как вам сказать, дабы вы про него забыли. Тут он будет постоянно о себе напоминать. При этом, вот повторюсь, как собака на сене может себя вот вести, вот так вот. Ничего тебе дать не могу, любить могу, восхищаться могу, но себя я люблю все равно больше в искусстве. Я красавчик, меня нужно любить, но я уже несу там ответственность за что-то, за кого-то, и у меня вообще все будет хорошо, вот так вот по факту, вообще, ну да. Ну, я бы не особо хотел бы, чтобы ты тут забывала обо мне. Да, вот может периодически показываться во всей красе, какой он классный. Тут может даже как будто бы элементы такие даже где-то может вызывать ревность.
Вот так мне идет. Как значимость свою вот лишний раз показывать. Вот, смотри, какой я красавчик. Ага. Не смей меня забывать. Так, реальность. Его подлинное эмоциональное состояние и отношение к тебе. Смотрим. Ой, о чем это? Переход на новый уровень, который никак не случается. Свобода. Человеку так хотелось бы быть свободным, девочки. Это ему прям эта свобода снится. Он бы так хотел быть не связанным по рукам, по ногам. Ему хотелось бы вот этот квантовый скачок. Может изменить свою жизнь. Этот свой жизненный сценарий. Но карта уже тут как фатально, уже все случилось, уже сценарий прописан, уже никуда не деться. Так, и как будто бы человек принимает то, что уже случилось. Давайте так, эмоциональное состояние, вот первые эти мы 3 карты посмотрели, да, подлинное эмоциональное состояние. Ну, ему хреново там, где он находится, ему катастрофически хочется свободы, крылья эти расправить. Но он понимает, что их уже подрезали. Ну, нифига он их не расправит, а их уже подрезали, эти крылья. Хотелось бы, вот, чтобы все сложилось в жизни по-другому. Но уже все, сценарий как будто бы прописан, и он не собирается особо его менять, девочки. А отношение к вам, хотелось бы взаимодействия. Идеально он считает, что вы ему подходите там по каким-то параметрам. Хотелось куда-то бы сбежать с вами, понятно бы. Обнять, сбежать, удалиться из этого какого-то мира, да. Но он сам себя успокаивает. Давайте так, человек сам глушит вот эту страсть и желание где-то взаимодействовать с вами. Он это все глушит на корню, обрезает, обрывает. Ну вот мне так идет. Я спокоен, спокойствие, только спокойствие. Прям мультик какой-то захотелось посмотреть. Спокойствие. Угу. Да как будто бы он там думает о вас, там что-то мечтает о вас, о взаимодействии с вами. Он говорит, блин, с ней так классно, идеальное взаимодействие. Вот подходит, вот как одно целое. Вот эти вот ножнички, да, тут лезвие мужское и женское, да, 2 половинки. И он говорит, вместе нам так классно, вместе можно было столько нам всего наворотить. Вот взять ее и сбежать куда-то, уплыть на конец, на другой, как это, конец света, да. В общем, на край. За край, на край. Но карта спокойствия. Надо себя успокоить. Гнать эти мысли подальше. Вот как-то так, девочки. Вот так. Заложник уже какой-то ситуации жизненной. Не знаю уже. Что-то тут так уже. Сценарий какой-то уже прописан. Мечты мечтами, а особо менять не вижу. Что хочет. Причина игры. Почему он не может быть собой? Страхи, прошлый опыт или гордость? Ух ты, говорю, страхи, тут же страхи вышли конкретно. Смотрите. В прошлом он что-то тут пытался изменить. Смотрите, попытки были. Это карта как меняется все в лучшую сторону. Но ему как свинью подложили. То ли подмена понятий, то ли обжегся, да, пытался что-то изменить. Вот я думаю, это личной жизни касается. И тут пошло все наперекосяк. То есть не готов он опять рисковать. Страхи, как именно карта страхов, которые его накрывают. Прошлый опыт, да, сюда же. Гордость. Ну и плюс, не буду тут по поводу гордости, гордыни, ничего тут не буду расходить. Единственное, хочу сказать, он пытается вот эти вот свои страхи, вот свой негативный какой-то тут прошлый опыт, он как будто бы направляет это все в позитивное русло, пытается. У кого-то это в рабочие моменты, у кого-то карта творчества, чем-то таким увлекается, занимается. У кого-то это спорт, у кого-то это какое-то такое активное времяпровождение, у кого-то неактивное. Тут он ищет пути, как будто бы компенсировать, в общем, это все. Вот эти вот страхи перекрыть, направить вот эту энергию, опять-таки, во что-то такое. Созидает человек, не разрушительное. Молодец. Так, почему не может быть собой? Почему не может быть собой?
опять-таки очень много эмоций. На самом деле, тут как будто бы он себя успокаивает через вот это опять у кого-то творчество, у кого-то тут, ну не знаю, что там у него за хобби, неважно, грибы собирает, да, в феврале ходит. Неважно, тут как будто бы эти эмоции все равно прорываются, они его накрывают, а потом тут как будто бы не может быть собой, потому что он не готов. Он эти эмоции потом опять как ракушка, да, вот загоняет в этот панцирь и все, и скрывает от всех, и от самого себя. Я могу сказать, даже страдает он от этих эмоций, человек. Ну, тут страхи и, ну, тут как вот, как механизм какой-то у него уже запускается, он как приспосабливается. Он не готов делиться этими эмоциями, они его тут периодически накрывают. Почему не может быть собой? Ну, я сказала почему, потому что уже в прошлом как свинью подложили, может он сам подложил себе, да. Страхи они есть, и эти эмоции у него не находят выхода, он их, повторюсь, переносит, тут прям девушка сидит, это, да, пишет, тут холст, и пишет она картину, что-то такое, давайте, да, аналогию проведем, чем-то он таким занимается, дабы эти эмоции вот туда направлять. У кого-то в работу, какие-то вот эти вот монотонные, может быть, рабочие эти нюансы, моменты. Но в конце карты мне говорят о том, что на самом деле эти эмоции он до конца их не выплескивает, не проживает. Вот как ракушка вот в эту вот в панцирь этот как это сказать, заточен сам. Так, не готов он меняться. Так, скрытый импульс. К чему он на самом деле стремится, да, в отношениях с тобой? Ё-моё, а что это? Первая карта токсична, я уже подумала, мазохист, что ли. Нет, нет отчасти. Прошлое. Так, 3 лиса, печаль, правосудие, расставание. К чему на самом деле стремится? Не хочет повторения из прошлого, какого-то токсичный опыт. С вами, не с вами, может быть, с кем-то у него был в прошлом. Болезненный, мы уже там видели, там свинью ему подложили. Вот он, как в прошлом, не хочет таких повторений. Поэтому идет на опережение, поэтому включает хитрую лису. Стремится в отношениях манипулировать, держать ушки на макушке по этой хитрой лисе. Может скорее сам отвернуться первый, дабы ему не нанесли вот там какой-то болезненный, не знаю, укол, ничего-то ему там не причинил кто-то боль. Опять-таки, по хитрой лисе, ну, скорее не верит, скорее 1000 раз будет перепроверять. При этом сам же и страдает, потому что карта печаль, разочарование. Может долго хитрить, мудрить, манипулировать, потом сам такую ситуацию как будто бы переманипулировал, сам переумничал. И карта печаль, тут видите, тут стоит человечек, и у него тут мороженка, да, мороженка растаяла, остался только вафельный стаканчик. Это как воспоминания только остаются, шансы упущены, возможности упущены, вкусное мороженое растеклось, да. Это к чему? К тому, что он тут вроде стремится не упустить с одной стороны, с другой стороны 100% он этот шанс не берет. Может быть, занимается провокациями, пытается как бы от вас какую-то эмоцию получить, дабы вы проявились. Но при этом карта правосудия и расставания. К чему на самом деле стремится? Я бы сказала, вот если бы эти карты вот так, я бы сказала, да, он бы хотел бы, может быть, даже к серьезным взаимоотношениям выстроить и честные взаимоотношения, да, после каких-то там расставаний. А тут у меня такое, как будто бы человек может быть не свободен, еще раз повторю, правосудие. Поэтому, знаете, как будто автоматически он понимает, печалька, неизменно расставание с вами. Тут к чему стремиться? Может быть, стремиться к тому, что, оставаясь в законном браке, знаете, как печаль, разочарование от того, что невозможно с вами там что-либо проиграть.
У кого-то может проиграться, почему стремится расставание. Тут как будто вот не совсем он готов даже, честно говоря, к каким-то честным, открытым взаимоотношениям. Ну не зря же мы смотрим, истинные отношения, маска. Не готов он эти маски снимать. Хотя он тут как будто бы, знаете, такой, сам и страдает от этого, честно. Тут такой. Скорее, как заранее он понимает, что будет расставание, будет все равно как это как повторение, неудачный какой-то опыт. Вот тут вот такое, к чему стремиться. Ну вот, и все равно такой нюанс по вот этой вот карте. Совсем терять он вас не хочет. Вот не хотел бы он вас там полностью там, из своей жизни исключать, дабы тут как будто бы хотел бы быть постоянным как напоминанием, дабы вы там, может быть, вы были или влюблены в него, или вот постоянно он у вас в голове был, или вот если что, ну, некрасиво скажу, как запасные варианты, да, какие-то. Вот тут такое вот. Что-то не так, девочки, идет. Совет. Стоит ли тебе срывать с него эту маску или подождать, пока он сам снимет ее? Тут вам говорят, не надо. Вот завязанные глазки, то есть маска, не срывай, не надо. Больше сделай акцент на себя. Да, тут своя реализация, красота. Тут вас показали харизматичной, яркой, привлекательной. Больше подумайте о своей энергетике, о наполнении, элементарно о своем здоровье, опять-таки режим сна, где-то вспомните, чего вы хотите. Тут как будто бы вам говорят, вам наоборот нужно оставаться, знаете, как вот под чьей-то черной кошечки. Тут женщина, которая только приоткрывает, да, как часть вуали. Много тайн, много недосказанного, при этом вам говорят, это не нужно играть в эту как игру, вы действительно должны быть такой в хорошем смысле загадкой, в хорошем смысле женщина, которая полна сюрпризов. Так, при этом надежда. Я хочу это прочитать, смотрите, карта надежда, хранительница и мудрость. Да, но тут не мудрость, тут принятие. Прям не захотелось как мудрость это прочитать. Ну, мудрость это сюда хранительница. Стоит ли срывать маску или подождать, пока не снимет ее сам? Тут ни в коем случае ничего не срывайте с него, ни маски, ничего остального. Пусть живет своей жизнью товарищ. При этом, если он ведет какую-то такую, да, знаете, игру, можете надежду поддерживать в нем, да, как вам сказать, если вас это будоражит, если вам это добавляет, не знаю, яркости жизни, может быть, не хватает у вас экстрима, хотела сказать, уже не знаю. Но вам говорят, вам уже нужно, знаете, повзрослеть, и вы уже достаточно, в принципе, мудрая женщина, тут хранительница и принятие. Для чего? Для чего вам нужно повзрослеть? Для того, чтобы, может быть, оценивать мужчину уже, в данном случае его, по его поступкам конкретным, а не по, ну, каким-то, уже не знаю, там, комплиментам, там, да, или каким-то поверхностным проявлениям, вы поняли? Тут нет, ни в коем случае не нужно с него ничего снимать, срывать. Тут нужно жить своей жизнью, счастливой, наполненной, яркой. И акцент больше сделать в эту сторону. Не в сторону него, тут больше о вас. Тут вам говорят, займись собой. Ну и прими как данность, ты этого мужчину интересуешь, ты будешь для него всегда интересна, ну вот и займись собой. Ой, так, и в конце психологический, да, у нас разбор закончился, у нас совет от психологов. Значит, так, маска, которую он носит, это не попытка обмана. Это его психологическая броня, девочки. В реальности его отношение к вам может быть гораздо глубже, чем он решается показать. Но в данном случае у нас тут страх, уязвимости, повторение каких-то болезненных уже
опыта его болезненного, да, ошибок из прошлого. Это все заставляет его играть роль отстраненного или холодного человека. Поймите, в конце концов, он защищается не от вас, а от собственных чувств, которые не может контролировать, от собственных страхов. Вот. Когда вы перестанете бороться с его фасадом и сосредоточитесь на своей целостности, вот о чем я вам и говорю, потребность в масках исчезнет сама собой. Вы просто перестанете думать об этом, да? У вас будет своя яркая, наполненная, насыщенная жизнь, в которой, может быть, будет множество новых мужчин, да? И вы поймете, не стоит время тратить, на тех людей, которые на самом деле особо не прикладывают усилия для того, чтобы вас удержать, заинтересовать. Вот. То есть потребность в масках исчезнет сама по себе, когда вы будете сосредоточены на своей целостности, на раскрытии собственного потенциала. Вот. Теперь вы, мои хорошие, видите не роль, а конкретно человека. Все, на этом расклад закончен. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.